İsrail'in Острая дипломатическая конфронтация между Турцией и Израилем продолжает усиливаться после завершения боевых действий в Иране. Президент Турции Эрдоган в послании Израилю предупредил: «Если Израиль продолжит играть с огнем и мешать процессу мира в регионе, мы сделаем так, что Израиль получит хороший урок. Любая атака на Ливан и Иран с этого момента будет рассматриваться как атака на Турцию». Президент Турции заявил, что Анкара может действовать против Израиля так же, как ранее в Ливии и Нагорном Карабахе. По его словам, Турция способна показать Израилю его место, подытожил Эрдоган. Между Израилем и Турцией продолжаются взаимные выпады. Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением в ответ на высказывание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху против Эрдогана и Турции. В заявлении МИД Турции номер 70 от 11 апреля 2026 года говорится о публикации премьер-министра Израиля Нетаньяху в соцсетях. В заявлении говорится, что Нетаньяху – это Гитлер нашего времени. Его личность и прошлое всем известны. В отношении него Международным уголовным судом выдан ордер на арест за военные преступления и преступления против человечества. Израиль под его руководством также судится в Международном суде ООН по обвинениям в геноциде. Текущая цель Нетаньяху – сорвать продолжающиеся мирные переговоры и продолжить экспансионистскую политику в регионе. В противном случае он будет привлечен к ответственности у себя в стране и, вероятно, получит тюремный срок. Тот факт, что президент Турции подвергается со стороны израильских властей грубым, дерзким и ложным обвинениям, является следствием того, что правда, которую мы озвучиваем на всех платформах, вызывает у них дискомфорт. Турция будет и дальше поддерживать мирных граждан и продолжит добиваться того, чтобы Нетаньяху понес ответственность за совершенные им преступления. Параллельно с этим турецкие прокуроры требуют пожизненного заключения для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает издание «Хюриет». По данным СМИ, обвинительное заключение уже направлено в суд Стамбула. В деле фигурируют 35 человек, включая представителей высшего руководства Израиля. Им вменяют геноцид и другие тяжкие преступления. Прокуратура направила в 10-й суд Стамбула по тяжким уголовным делам обвинительное заключение, потребовав пожизненное заключение и сроки от 1102 до 4596 лет тюрьмы для 35 обвиняемых, среди которых есть и Нетаньяху, пишет Хюриет. Следствие утверждает, что обвиняемые причастны к преступлениям против человечности, массовым ударам по сектору Газа и блокированию гуманитарной помощи. Ордер на их арест был выдан еще в ноябре 2025 года. Тем временем на Западе Нетаньяху заподозрили в попытке сорвать переговоры между США и Ираном. По данным The Intercept, он не считает конфликт завершенным и, вероятно, собирается продолжить боевые действия, несмотря на попытки Вашингтона и Тегерана установить диалог. Теперь остается наблюдать, какими будут дальнейшие действия Иерусалима в ответ на риторику Анкары. Стоит отметить, что вчера Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израиля Исраэль Кац жестко критиковали Эрдогана, обвинив его в геноциде курдов. Сам Нетаньяху сделал запись в соцсети X с нападками на Реджепа Эрдогана, заявив: «Под моим руководством Израиль продолжит борьбу против террористического режима Ирана и его союзников, в отличие от Эрдогана, который их успокаивает, а своих курдских граждан убивает», написал Нетаньяху. МИД Турции оперативно отреагировал на этот пост и выступил с коммюнике, о котором мы уже сказали выше. Ранее в Израиле уже заявляли, что не намерены терпеть оскорбления со стороны Испании. Примечательно, что в Сирии на данный момент идут бои между армией Аль-Джулани и сирийскими друзами. И здесь самое важное то, что сирийские друзы имеют поддержку Израиля, а Аль-Джулани – поддержку самого Эрдогана. И все это происходит на фоне напряженных отношений между Турцией и Израилем. Отметим, что турецкие истребители F-16, размещенные в Сомали, приняли участие в воздушном пролете над Могадишо во время военного парада Сомалийской национальной армии, посвященного ее 66-й годовщине. Отметим, что Турция и Израиль ведут жесткую борьбу за этот регион. Если Турция делает ставку на Сомали, то Израиль – на Сомалиленд, который сам Нетаньяху первым признал как независимое государство.
Также там уже планируется создать военные базы для США и Израиля. Еще один примечательный эпизод. Сын президента Уганды Мухузи Кайнеругаба потребовал от Турции $1 миллиард и самую красивую турецкую женщину в жены. Главнокомандующий армией заявил, что у Анкары нет шансов в войне с Угандой, сославшись на поддержку Иисуса Христа и Мухаммеда Али. Он также отметил, что боится только ядерных держав, включая Россию, и заявил, что в Стамбуле его встретят как героя. Кроме того, Кайнеругаба предложил отправить в Израиль 500 тысяч человек для защиты Иерусалима. Его заявления могут быть связаны с напряженностью вокруг Сомали, где усиливается влияние Турции, а Уганда теряет позиции. Взамен он обещает лояльность в операциях в Сомали, угрожая в случае отказа закрыть турецкое посольство. Ранее этот же генерал отметился громким обещанием вступить в войну на стороне Израиля при любой попытке его разгрома. По поводу переговоров между Ираном и США в Пакистане Джей Ди Венс заявил: «У нас состоялся ряд предметных обсуждений с иранцами. Это хорошая новость. Плохая новость в том, что мы не достигли соглашения, и я думаю, что это гораздо более плохая новость для Ирана, чем для США». Переговоры в Пакистане 11 апреля зашли в тупик. Тегеран официально назвал условия США непомерными, отказываясь сдавать позиции. Делегация Джей Ди Венса, включая Кушнера, требует демонтажа ядерных объектов, в то время как иранцы настаивают на снятии санкций здесь и сейчас. Инсайдеры сообщают, что обстановка накалилась до предела. Пока дипломаты спорят, американские корабли якобы уже начали прощупывать Ормузский пролив без разрешения Ирана. В силовых кулуарах это называют «разведкой боем» перед возможным срывом перемирия. Итог. Сделка висит на волоске. Иран не хочет терять лицо, а Трамп не намерен ждать. Если третий раунд переговоров 12 апреля провалится, 2 недели тишины могут закончиться досрочно. Второй раунд войны уже не за горами, пишут израильские СМИ. Вчерашние переговоры Ирана и США зашли в тупик, соглашение не достигнуто. США передали Ирану последнее и наиболее выгодное предложение по решению конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил вице-президент США Венс. В Израиле итогами переговоров в Исламабаде довольны и отмечают, что второй раунд войны уже не за горами. Тем временем десятки самолетов военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки Boeing KC-135 стратотанкер были замечены в аэропорту возле Тель-Авива. Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Вилаяти заявил, что ключи от Ормузского пролива находятся в руках Ирана. А первый вице-президент Ирана Мохаммед Реза Ареф добавил: «Мы будем защищать права нашего народа, от контроля над Ормузским проливом до получения военных репараций». Отметим, что начальник Генштаба Израиля приказал перевести Цахал в режим повышенной готовности на фоне срыва переговоров США и Ирана и подготовиться к возобновлению войны. Приказано готовиться к возможности возобновления вооруженного конфликта в ближайшее время, говорится в сообщении Генштаба Израиля. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые резонансные новости мира и Ближнего Востока. Оставайтесь с нами.